Недавно я ехал в такси из центра Москвы в аэропорт для того, чтобы прилететь в Грузию. В Грузию, где уже полгода живет моя семья, я сюда летаю часто, буквально я здесь живу 25 дней в месяц, 5 дней я в перелетах. И вот вопрос таксиста, он меня просто ошарашил. Говорит, а вам не страшно в Грузии? Там же русских бьют. И вот это для меня было после полугода проживания в Грузии, после полугода там, где живет моя семья, мои дети, здесь, где работает моя команда, сюда мы переехали, и здесь полгода живем, вот не побоюсь этого слова, в радужном таком вот, не знаю, в окружении друзей, в окружении людей, и нам здесь настолько комфортно, что не хочется уезжать, я решил записать вот на этой доске для себя просто те факты о Грузии, чисто через которые я прошел. Этот видеоролик будет для моих друзей, для моих коллег на канале, где угодно, ответом на то, нравится ли мне Грузия и почему. Итак, поехали. Когда я слышал один хороший тост, он звучал так. Когда Бог раздавал землю, грузины все пропили и все проели. Я подумал, фу, какие грузины, они пропили. Нет, просто в это время у грузин были гости, и они не могли прогнать гостей, даже зная то, что сейчас Бог всем народам раздает землю. И вот они пришли самое-самое последнее, к этому боженьке, попросили у него землю, он сказал, ну что ж вы, я все раздал, уже все получили, у меня даже нет какой-то горы безжизненной. Но он узнал, что грузины, почему они не пришли, да, кто их задержал, они увидели эту широкую душу, боги там, да, или Бог, он увидел и дал им ту землю, которую он припас для себя. И вот эта Грузия, это и есть именно та земля богов, которую они припасли для себя, но увидев широкую душу грузина, они подарили им эту землю. И здесь очень и очень классно, друзья. Итак, первый факт, он будет первый, последний, всегда во всех этих фактах звучит люди. Потому что Грузия, это в первую очередь, это люди. Это горы и только потом море. Но мы сегодня будем смотреть только про людей, потому что если бы не эти люди, всего бы этого, вот этого великолепия этой страны, этого гостеприимства, такой радушности, обилия всего не было. И я вам подготовил 22 факта о Грузии. Начну сразу с не очень хороших, потому что здесь такая не рекламная кампания Грузии, а то, что я прошел и то, что я могу пропустить через себя. Я каждый факт брал в жизни, и сейчас эти 22 факта перед вами. Итак, первый, ну, скажем так, не очень хороший для грузин и очень хороший для меня факт, то, что здесь рекламный рынок еще на уровне 2008 года. Здесь после движения Европы, после Москвы приезжаешь сюда и видишь, как здесь все атмосферненько. И не хочется ничего, потому что ты реально окунаешься в историю рекламного рынка вот 2008-2012 годов. Если еще и это повсюду, что в Тбилиси, что в Боржоме, что в Батуми, это везде, и это, наверное, скорее всего, ну, минус, чем плюс. Второй минус, который бы я подчеркнул, то, что это для меня дико, а для, наверное, большинства грузин это нормально, это то, что грузины очень медленные. У них вот, я живу в режиме и учу своих учеников, показываю, говорю, завтра не наступит никогда. У грузин, вот чтобы вы понимали, он может сказать, я приеду завтра, а приедет послезавтра и скажет, ой, вах, вайме, забыл, да, то есть он так, вот у них такси это вообще нечто, вот есть Яндекс Такси, здесь оно есть и классно работает, да, цены на такси дешевле, чем в Минске, в Киеве, в Москве, дешевле, чем в Москве вообще, да, то есть и здесь таксисты, это второй минус, да, они медленные, они могут ехать к вам на заказ не по тому маршруту, что положил им Яндекс.Навигатор, а по тому маршруту, что они сами где-то знают. И вот мы уже будем даже записывать по этому ролику,
ролик, едет такси, осталось 2 минуты до вас, потом он вдруг чего-то повернул куда-то и уехал на 6 минут опять. И вот это, то, что здесь вот все медленно, никто никуда не спешит. От слова вообще. Мы приезжаем 31 декабря в магазин купить там, докупить продуктов, оказалось, магазины 31 декабря, большие супермаркеты, они закрыты. Потому что все уже все купили, и медленными оказались мы. И вот здесь приходит третий блок, третий минус, скорее всего. Грузины пока не играют в долгую, они играют в быструю. Ну, скажем так, у них нет задела, что надо сделать себе, ну, такой большой какой-то рекламный проект, да, там сделать такой, вот у них мало сайтов, мало рекламы, да, вот у них... пример, давайте по факту, да, то есть если вы захотите снять квартиру или купить квартиру в Батуми, то 90% объявлений о продаже квартир будет на грузинском языке, друзья. Да, вот на грузинском языке. Что мешает взять это объявление, сделать его на русском, на английском, на грузинском? Нет. И вот здесь такая история про то, что они играют в быструю, но не в долгую. То же самое экскурсии, те же самые... Вот мы ездили по Грузии почти неделю. И для меня было непонятно, почему человек, зная то, что мы видеоблогеры, то, что мы учим людей снимать видео, почему он нас не попросил записать видеоотзыв, почему у него вместо видеообзора вот этих шикарных мест, где мы были, какие-то блеклые фотографии. Может, это такой маркетинговый ход, но я его не понимаю. Четвертый минус, который, ну, это опять же не минус, а скорее и плюс, и минус. Не везде есть сервис. То, что ты привык к хорошему сервису, то, что ты хочешь получать некий хороший сервис, ты можешь его не получить, и, наверное, это минус. А плюс в том, что ты окунаешься в аутентичность, то есть ты попадаешь в те места, куда еще не дошла рука сервиса. Туда, где еще есть такие вот мосты рукодельные, да, там, где света буквально нет, там, где музеи не закрываются на замки, и непонятно, есть там кто-то, нету телефона, нет сайта, нет WhatsApp, нет. И вот, соответственно, вся эта история, она еще не дожимается по сервису, но грузины стараются. Еще момент, я бы тоже назвал это скорее, наверное, минусом, чем плюсом для молодых людей. Парни, молодые мужчины, девушки вас рассматривают изначально как мужей. Ну, то есть я ни разу не видел, ну, очень мало я видел девушек легкого поведения, которые похожи на грузинок, да, вот их практически здесь нет, от слова вообще. Тут есть много русских, белорусов, украинец, там вот всех национальностей, даже, наверное, я видел и других там, да, но не грузин, да, вот почему? Потому что здесь вот если девушка осталась с ребенком, там, не знаю, вот это, короче, не принято, не будем вдаваться в подробности, но это не принято, поэтому здесь девушки не снимаются вот так вот в клубах, на улицах, знакомиться буквально бесполезно, и это вам такой вот лайфхак. Поэтому следующее, давайте теперь, вот это минусы, это такие минусы, которые вот одними людьми, вот их отношением к вам, все остальное закрывается вот просто, да, почему? Потому что самое главное здесь это люди, это грузинские, вот грузинский народ, грузины, которые, вот они вообще классные, вот это надо просто с ними познакомиться, подружиться, пожить рядом с ними, да, пообщаться, прийти к ним в гости, прийти к ним на застолье, и тогда вы поймете трезвым взглядом, да, что именно люди, они открыты. Они открыты, и я бы здесь вот добавил бы факт, следующий факт, это вот изначально вы друг, пока вы не доказали обратное. Вот как это работает? Изначально в Минске или в Беларуси вы, если вы новичок и вас не знают, если вы чужак, пришедший ниоткуда, то вы изначально, вот я по себе знаю, да, что в Москве, что в Киеве, что в Минске, вы изначально враг. Ну, пока вы не доказали, что вы друг. Да? А вот условно в Европе, пока там вот не было определенных событий, там тоже было, как сейчас в Грузии. Да? То есть вам изначально рады. По умолчанию вы друг.
пока вы не доказали обратное. То есть пока вы не нахамили, не нагрубили, не стали, не пописали, извините, там за углом. То есть и здесь вот то же самое. Вы изначально друг. Это вам открывает. Вы можете спросить, как пройти куда-то. Вам покажут, вам возьмут за ручку, вам возьмут и заведут вас в то место, куда вы хотите. Причем объяснять. Я вам факт расскажу. Мы же говорим про факты. Я поехал сдавать анализы своего ребенка в больницу, в местную, в больницу, в Батумскую, да, и меня таксист привез и говорит, вот здесь лаборатория. Выйдя из машины, я понимаю, стоят 4 мужика здоровенные, да, в униформе, написано security, все дела. И я думаю, я говорю, это точно больница, это не полиция, не тюрьма, ничего, нет. Он говорит, не-не-не, это больница, иди. Я выхожу и объясняю им, говорю, мне нужно анализы сдать. И вот эти 4 здоровенных мужика улыбаются в полный рот и говорит, да, вот проходи сюда. Он меня берет за руку, ведет, потом меня перехватывает какая-то женщина, не врач, не служащий этой больницы, ни разу, спрашивает, что я хочу, узнает, что мне надо, извините, сдать анализ кала на глисты, чтобы ребенок пошел в бассейн, да, и берет меня до самой лаборатории, проводит, да, и там, в этой лаборатории, объясняет этим лаборанткам, что я хочу. А теперь внимание, она уходит. Я получаю, то есть я там сдаю, там все нормально, и она даже не ждет никакой, то есть это так надо. Это вот так у меня челюсть падает вот просто вниз, потому что я ждал, как бы я ждал, допустим, в Минске, да, что, паспорт есть, регистрация есть, вам в платное окно, есть у вас деньги с собой или нету, что вы сюда пришли, идите в общую, вот такого, да, а здесь все поиначе, здесь все по-другому, изначально вы друг. Ну и опять же, когда я говорил про этот тост, который говорят грузины, это правда, потому что здесь люди, живущие в уникальном климате, в уникальной природе. И поэтому следующий такой факт, здесь очень крутой, уникальный климат и потрясающая природа. Как это выглядит? Здесь вы можете идти, рядом будут пальмы, ели, да, деревья, листва. Здесь растет все, у нас мандарины в саду растут, да, яблоки. Здесь все классно, здесь настолько все хорошо. И климат, он не особо такой с перепадами. Тут, вот сейчас январь, у нас тут плюс 6, да, в Новый год тоже было. Тут вот классный климат, горы потрясающие, воздух бомбический, зелень, все свежее, все бесхимикатное. И вот здесь вот эта природа, эта погода, она вообще потрясающая. Она потрясающая, потому что у нас нет резкого диссонанса там, где мы жили. А мы жили Киев, допустим, Минск, Москва, да, и нет такого резкого. Тут теплее. Тут теплее, и вид из окна, у меня сейчас вид из окна горы. Горы с снежными хребтами. А рядом море. Но Грузия это ни разу не море. Грузия это люди и вот горы. Потому что горы это вообще то, что... Вот я здесь, в Грузии, понимаю, что вот песни, да, что лучше гор могут быть только горы, на которых ты никогда не бывал. Вот это да. То есть только после Казбеги, когда приезжаешь на Казбеги, ты смотришь это великолепие, созданное природой, и ты начинаешь верить в Бога, потому что здесь кто-то, вот это не могло случайно появиться. Это вот настолько все классно, настолько все здорово. Дальше. Следующий факт. Здесь тепло. Но здесь тепло, потому что здесь теплое отношение ко всем. Вот здесь как-то по умолчанию тепло. Здесь по умолчанию ты знаешь, что тебе рады. Здесь по умолчанию тебе улыбаются, и ты понимаешь, это не Германия, где улыбка, она натянута. Ты понимаешь, это не Москва, где улыбка, и думаешь, сколько у тебя бабла в кармане. А здесь просто тепло. Здесь просто тепло и душевненько. Здесь настолько хорошо после работы отдыхать, и душой, и телом, и желудком, и вот и головой, всем, потому что здесь тепло. Здесь тепло тебя окружает.
Тепло людей, тепло природы, тепло домашнего очага, тепло фортепиано, тепло, не знаю, там этого хинкали, тепло лаваша. Вот это тепло, оно в округе, ты как укутан этим теплом. Дальше поехали. Что еще здесь классно? Каждое место, в буквальном смысле слова, это история. Вы можете отъехать из Тбилиси, из Батуми, хотя бы там на 5 километров и попадете, или будете проезжать, или въедете куда-то в историческое место, либо в исторический памятник. Здесь столько разной вот истории, что хочется смотреть, познавать. И более того, здесь экскурсоводы рассказывают тоже с душой, с теплотой, и вот они прямо видно, что он этим живет. Видно, что ему это нравится, видно, что он гордится своей страной, своей историей, и как они об этом рассказывают. Как они вот это показывают, это вот ты окунаешься в документальный фильм, документально-художественный исторический фильм. Поэтому здесь каждое место, история, каждый дом, вот мы сейчас живем в большом доме, и у этого дома тоже большая классная история, у него большая классная семья, да? Вот. Следующий факт. Большинство хотят помочь. Вот хотят помочь, тут нет за деньги. Большинство хотят помочь безвозмездно. И это дико. То есть, когда ты после этого куража московского, после куража там киевского, когда тебе помогает, и ты считаешь, вот сейчас выкатят ценник, а тебе ценник не выкатывают. Просто потому, что тебе помогли. Потому что они верят, что земля круглая, они знают, что земля круглая, и что все добро возвращается. Что земля вот возвращается, и здесь тебе действительно хотят помочь, независимо от того. Для меня вообще было дико, когда я прилетаю в Батуми, мне перед Новым годом тот, кто ставит мне штамп в паспорте, дарит мне бутылочку вина. Они всем дарили бутылочку вина, улыбаются и помогают. Здесь реально помогают. Здесь таксист говорит, я тебе, я говорю, я сам свой, нет, я помогу. Здесь моя жена, когда арендовала квартиру, внизу сидели молодые люди. И они подняли на 6-й этаж ее чемоданы без лифта. И когда она попыталась дать им денег, они говорят, не, все, спасибо. А ее знакомый сказал, у нас это нормально. У нас это нормально. То есть в Грузии вам пытаются и помогают бесплатно помочь. Понимаете? Тут потому что хотят вам, не все, давайте так, я написал большинство. На моей памяти из 10 таксистов, а я часто езжу, мой чемодан забирают 10. И 8 из них доносят прямо до двери аэропорта. Без доплаты, без ничего вообще, потому что он нормально, он вот так вот, да, вот они пытаются, он нормально, они помогают, это нормально. Дальше. Следующий факт. Безопасно. Вы будете удивлены, но мы, живя в больших городах, мы постоянно закрывали, и вы, я думаю, да, вы закрываете один замок, второй замок, третий замок, проверяете там входную дверь, да, еще ключ можете вставить в проход, да, а здесь мы, уходим гулять, и мы понимаем, что мы дверь не закрыли. И знаете почему? Потому что другие тоже, вот у них нет такого, что вот кто-то может ворваться, вломиться, причем тут полиции особо так и не видно, да, с большего. Ее видно, но она не навязчива, не проверяет там документы, как в Москве, не ходит штабелями, там не бегает, как в Минске, И здесь, здесь по безопасности очень-очень классно. Почему? Чтобы не ладить, потому что здесь грузины, они понимают, что много приезжих людей, да, и безопасность это то, что привозит сюда мамочек с детьми, пенсионеров, то, что помогает людям инвестировать сюда в недвижимость, и здесь безопасность, она на уровне, что на очень высоком уровне, потому что ты реально понимаешь, что в случае чего один звонок в полицию, и все решится в твою пользу. Дальше. Что я хочу сказать? Грузины, друзья мои, аполитичны. Реально, они аполитичны. И когда вы смотрите ваш телевизор, где вам рассказывают о том, что там в Грузии манифестации, я был в это время в Тбилиси,
я видел, что там, ну, это есть, то есть есть некая там группа людей, назовем это так, да, но вот я общаюсь много с грузинами, и я понимаю, что в принципе они могут как-то там жаловаться, говорить там, да, но они вот аполитичное слово вообще. При этом они понимают, в отличие от русских, от белорусов, там, от украинцев, ну, про украинцев не знаю, да, то, что сейчас творится между Россией и Грузией, это не два народа враждуют, а президент России, там, то есть это война президентов между собой, они там терки, это война бизнесов, это война олигархов. Люди в этом не виноваты. Ну, они виноваты, потому что каждый народ имеет того правителя, которого заслужил. Но с большего они аполитичны. И мы стараемся даже не говорить об этом, но понимаем уже по разговорам, что они отходят от темы и очень вот так вот для них сама политика это нечто такое запредельное, там вот это, не трогайте нас, мы вот, у них вот все равномерненько, хорошо. И что бы вам кто ни говорил, что все грузины там бегают и ищут и рыскают, как мне объясняли, что ты что, не говори только, что ты там был в Абхазии, они же там, это вот то, что говорит этот ящик, да, телевизионный, в уши вдалбли, потому что у меня многие типа, не едьте в Грузию, там же посмотри, что делается по телеку, да, там ничего, друзья мои, здесь вот то, что я знаю, из 100 грузин, которых я знаю, может уже 300 грузин, да, но из 100 грузин это 95 точно аполитичны, полностью вот аполитичны, и вот их политическая там сила, это вот где-то в Тбилиси сидит там, вот, и они там в этом формате. Это факт. Я говорю то, что факт. Дальше. В Грузии вкусно, очень вкусно, недорого и душевно. Почему я подчеркиваю, что душевно? Потому что здесь мы можем купить себе булочку или пирожок прямо на улице. Прямо на ходу мы можем купить себе, вот едем куда-то в экскурсию, мы, когда по незнанию мы закупали продукты, готовили, нет, тут ты не отравишься. Потому что здесь, в той лавке, где готовят эти там вот лаваши, там хинкали, там, да, едят и сами грузины, и едят эти владельцы. То есть мы здесь, в Батуми, очень любим одно кафе, называется там ББК, там ссылочка будет на него внизу, и туда приходит кушать владелец, там все чистенько, все аккуратненько, там все хорошо. И здесь, и самое главное, что здесь ценник, он нет какого-то зашквара с ценой. Тут вот средняя цена гораздо дешевле, чем в любом ресторане в Москве, в Киеве, либо в Минске, гораздо дешевле. Уровень качества еды прямо вот много лучше. Здесь готовят душевно, и это настоящий факт, потому что, когда вы приедете сюда, я вам расскажу историю свою. Я приехал, когда мы снимали квартиру, нам женщина сказала, вот здесь самые вкусные хинкали, что есть в Батуми. Самые вкусные хинкали, которые я пробовала, она грузинка. И я понимаю, что она пробовала много хинкали, потому что она такая, ну, дама с 3 квартирами, да, условно, она там при деньгах. И я никогда бы не сказал о том, что в этом заведении, там написано пивнушка, то есть я вижу пиво, бокалы, я не пью, и я бы туда никогда не зашел. Никогда. По совету это к вопросу того, что здесь с рекламой очень туговато, да? Вот. Но, когда я зашел, мы там уже всей семьей очень часто ужинаем, потому что там действительно классно. Там классно, недорого и душевно, вкусно. Душевно и всегда все свежее. Всегда все свежее. Даже вплоть до того, что мы можем позвонить, и нам сделают, и мы придем уже на готовый обед. Классно там вообще, да? Поэтому вкусно, недорого, душевно, это Грузия. Следующий факт. Охотно торгуются. То есть вы можете торговаться даже в магазине, на рынке, всегда, и это не что-то из ряда вон выходящее. То есть вы вполне себе можете прийти в магазин, где продают стабилизаторы напряжения,
который стоит там 100 лари, сказать, у меня, я готов 80, забираю. Говорит, бери, дорогой, ладно, давай 85, поторгуются там 5, да, и вот так это работает. На рынке можно торговаться, везде можно торговаться. Ну, есть лайфхак, конечно, да, я беру с собой, у меня есть много друзей, я беру грузина, таксиста, он с ними там по-своему говорит, и я понимаю, что стоимость еще ниже сбивается, потому что как бы для, ну как везде там, для своих одна цена, для туристов чуть-чуть побольше. И когда мы заезжаем на оптовый рынок, то все становится на свои места. Соответственно, грузины охотно торгуются. Вот они нормально торгуются, все у них хорошо. Дальше. Следующий факт. Это аутентичность. Здесь вот реально атмосферно. Здесь нет вызывающих нарядов у девушек. Вообще. Они в принципе ходят в таком, в темном, то есть все грузины, у них какой-то черный цвет, серый цвет, но яркие пятна. Там это может быть яркий там платок, либо яркая там сумка, либо яркое что-то, элемент одежды. И вот здесь такого нет вызывающего, кричащего ничего вообще, потому что здесь, как я уже говорил, очень важно для парней, что девушки рассматривают вас как потенциальных мужей. Не женихов, не там самцов на одну ночь, а в принципе как мужа сразу. И вот здесь это женщины, которые там пожилые, мужчины, они в принципе часто бывают в головных уборах этих грузинских, да, в этих таком, ну вот очень атмосферно и очень аутентично оно везде. И это классно, да, то есть помните, мы про минус говорили, то есть вот это классно, потому что здесь все очень-очень так душевненько. Мы заходим в бар, где играет грузинскую музыку, грузины играют грузинскую музыку, они пьют там грузинское пиво, грузинское вино, и там это все так атмосферненько. Понимаете? То есть ты окунаешься полностью в то место, где реально атмосферно, где реально ты чувствуешь вот историю, да, вот этих вот людей и окунаешься в это все, и вот классно, да, вот это вообще классно. Да? Дальше. Про русский язык. Вот я сразу хочу сказать. Русский язык. Здесь охотно на нем говорят. И если вы не знаете русского, если там кто-то не знает русского языка, он обязательно скажет там «Гоги!», позовет там кого-то, и к вам придут и переведут. У меня такое было в Польше, да, когда я приезжал, я не знал там, в Германии, пардон, да, я не знал немецкого языка, они не знали английского языка, и, соответственно, они позвонили тут же поляку, какому-то знакомому, и мы с ним по телефону говорили, то же самое вас ждет в Грузии, вот то же самое. Если они не знают русского языка, они улыбнутся, скажут, русский мало, да, и позовут кого-то, кто русский хорошо. И здесь все мои сверстники, они знают русский язык. То есть все от 40 и выше, они хорошо знают русский язык, все. Вот в буквальном смысле все. И тут нет такого, что, как вот пропагандируют, что если узнают, что вы русский, никому не говорите, там, да, здесь нет такого. С вами будут говорить душевно, на русском языке. Вот, ну, учить английский надо, но если вы не знаете грузинского, а вы его не знаете, потому что он очень тяжелый, интересный, но тяжелый язык, вот, то с вами запросто поговорят на русском языке, вот если, или найдут того-то, кто говорит на русском языке. То есть на русском говорят много и охотно. Дальше. Следующий факт. Это то, что грузинское застолье — это настоящий праздник. Вот у нас застолье — это какой-то обжираловка. То есть надо прийти, пожрать, попить, да, там, желательно на халяву и уйти. А тут праздник, тут люди поют песни, все причем поют песни. Мужчины поют песни, там, да, сочно. Я даже был, мы видели, когда люди, они просто стояли на улице, на фестивале, покушали, попили вино и просто начали петь. Просто люди классно начали петь. У них в застольях они поют, они всегда поют. Грузия вообще это такая страна, где мужчина может не уметь драться, но если он не умеет петь, то, наверное, ему будет стыд и позор, потому что они поют классно, вот от мала до велика. Они танцуют, они поют, они рисуют. То есть какая-то здесь вот это та атмосфера, тот климат, он здесь. Вот здесь, наверное, помогает развиваться всему этому творчеству, креативности всей этой, да. Следующий факт. Это не надо бояться обвеса. Это не принято. Вот для меня,
Дико было. Я поначалу проверял, ну, то есть ты приезжаешь на рынок, покупаешь там 2 килограмма винограда, он тут очень дешевый, и очень вкусный, без химии, без ничего там. Фрукты. Потом приезжаешь домой, перевешиваешь, и ты понимаешь, что там где-то на 200 грамм больше. Ни разу не было меньше. А теперь еще один такой факт, который мне запомнился. Женщина бежала там, не знаю, метров 50, чтобы мне отдать там 3 лари, это $1. $1, она мне бежала 50 метров, потому что я забыл сдачу. Друзья мои, я забыл сдачу, и женщина-продавец бежала, чтобы отдать мне мои 3 лари. Я пришел на рынок Батуми, там есть улица Пушкина, рынок Батуми строительный, и хотел найти крючки, чтобы вешать свое оборудование, да, и мне взял, человек меня под руки взял, пришел, повел там по рынку, показал, где купить, туда-сюда и ушел. Не взяв ничего, то есть ты ждешь какого-то подвоза, когда типа там 5 рублей за ноги, а здесь нет. И вот я представил, как бы бежала на рынке в Москве, либо в Минске за мной продавщица, то есть там, где в принципе, ну, чуть-чуть обвес нормально, там, где в принципе везде стоят контрольные весы и все равно умудряется обвешивать. Здесь это не принято, поэтому не бойтесь обвеса, здесь вот, ну, у них это грех или чего, непонятно, но они не обвешивают. Вот меня вот ни разу, мою семью ни разу. И когда я спрашиваю у грузин, они говорят, а зачем? А, чтобы больше? Не. У них непонятно это, вот так это бывает. Дальше. Я не особо верующий человек, но я знаю и вижу, что здесь что-то вроде Иерусалима. Тут есть все конфессии, это там, не знаю, католики, христиане, православные, там, мусульмане, иудеи, кто угодно, здесь вот нет вообще никакого-то разделения на какие-то там, не знаю, вот это там район там католиков, там это район того, там это мусульмане, потому что мы сидим за столом и рядом мусульмане, христиане, евреи, и атеисты, то есть это у каждого, то есть тут такой момент такой, они считают, и, наверное, правы, что у каждого внутри Бог, ну, то есть Бог один, просто каждый внутри верит какого-то своего, там, да, хочешь верить, там, не знаю, в Иисуса Христа, хочешь там в Аллаха, там, хочешь в кого угодно, да, только не показывай это на вид и живи спокойно. И вот здесь такой островок, наверное, стабильности, религиозности, потому что здесь вот я вот только недавно задумался над тем, что здесь вот нет такого какого-то, ну, идем там, там мулла поет, там, да, зазывает, идем там церковь христиан, там они молятся все, там, вот тут нет такого, тут разнообразие религий, и оно как-то уживается в одной Грузии, нормально абсолютно вообще уживается, да, тут нет такого какой-то конфронтации между собой, поэтому здесь это классно, тут все веры, это тоже факт. Дальше. Что еще хочу сказать? Вот опять же есть такой миф, что грузины очень там, не знаю, они, наверное, любвеобильные, не знаю. Но то, что они пристают к девушкам, там, да, в клубах, в магазинах, на улице, нет. Вот я здесь полгода, со мной 2 девушки, мы видим других девушек, мы ходим в клубы, ходим там в кальянные, в рестораны, не пристают грузины. Пока, вот, нет, естественно, если кто-то идет и вызывающий, там, не знаю, там в кабаке, я не видел такого, да, но здесь нет такого, что вот как в Турции, там, приставание, там, хватание за жопу, там, эй, дорогая, красивая, там, подойди, посмотри, нет такого. Вот нет, и это я вам говорю не как турист, который здесь прожил, там, не знаю, там, 2 недели и могу там глаголить, а как человек, который уже прожил здесь, оставил здесь свою семью и приезжаю сюда, я знаю, что семья в безопасности, потому что для меня вообще дико, что кто-то может пристать к моей там жене, либо к моей там сотруднице на улице и попросить с ней а-ля интимной связи или что-то типа такого. То есть это вообще уже, когда ты здесь живешь, понимаешь, что это просто то, что навязывают в голову. Друзья мои, вот что я вам хотел занести. Вот эти 22 факта, может 23 факта, 22, наверное, факта все-таки получается. Это то, с чем я хотел с вами поделиться. Это то, о чем я вам хотел рассказать сегодня. И я думаю, что будет классно, если вы возьмете это видео и пошлете кому-то,
кто будет вам рассказывать сказку о том, что в Грузии опасно, что в Грузии русских бьют, что лучше не говорить. Здесь классно. Здесь классно, потому что здесь классные люди. Здесь классная атмосфера для жизни, для работы, для отдыха. Здесь очень и очень атмосферненько, но при этом безопасно и классно. Спасибо.